Всем привет! Сегодня мы будем шить вот такую подушку, игрушку единорога. Ссылку на выкройку я оставлю под видео. Чтобы правильно распечатать выкройку, обязательно в настройках печати нужно выставить 100% масштаб. И только после этого запускать печать. После того, как распечатали, обязательно проверяем тестовый квадрат. Он должен быть 10 на 10 сантиметров. Если все верно, то масштаб вы выбрали верный. Далее, в плане раскладки у нас всегда есть перечень необходимых деталей, указана их штучность и указано, как нужно склеивать листы. Я вырезала детали выкройки. Выкраивать я буду из хлопка. У меня сатин, и рог и крыло у меня будет из золотистого трикотажа. Если такой трикотаж вы не найдете, можно просто сделать также из желтого хлопка. При выкраивании обязательно обращайте внимание на долевую нить. Также имейте в виду, что выкройка уже с припуском, поэтому никаких дополнительных припусков делать не нужно. Теперь мы разрезаем вот эту часть выкройки для того, чтобы перенести эти линии на ткань. Разрезаем только выкройку и переводим вот по этим линиям. Я рисую ручкой, которая исчезает от тепла. Далее подготавливаем детали. Ушко и деталь крыла нужно настрочить на утеплитель. Утеплитель должен быть не толстый. У меня это, наверное, 60 плотность. Если у вас обрезки, например, остались от толстого утеплителя, вы можете его аккуратно разъединить. Детали сложены в 2 раза. Их прикалываем к утеплителю и обтачиваем на 1 сантиметр. Настрочили ушко. Снизу, естественно, мы оставляем для того, чтобы деталь вывернуть. Срезаем лишний утеплитель. Далее отрезаем вот так уголок. Делаем рассечки на закругленных местах. И наполовину срезаем припуск. После этого ушко выворачиваем. Аккуратно выправляем уголочек. И закладываем вот такую складочку. Все, наше ушко готово. Откладываем его в сторону. Далее то же самое делаем с крылышком. Вот это место мы оставляем для выворачивания и полностью настрачиваем на утеплитель. И деталь выворачиваем. И теперь нам нужно отстрочить вот эти вот линии, как на выкройке.
Линии можно либо провести, наметить заранее, либо настрачивать сразу. Для настрачивания я заменила лапку на тефлоновую, так как по трикотажу, вот по такому, у меня очень плохо насбаривается строчка, а при помощи такой лапки она лучше скользит и легче делает строчку. Далее деталь крыла нужно слегка приутюжить через проутюжильник, не сильно прижимая утюг к поверхности. Далее берем лицевую часть подушки и накладываем на нее деталь носа. Вот она должна совпасть с этой линией. Прикалываем, и при помощи зигзага мы отстрачиваем эту часть и эту. Выбираем на машинке строчку зигзаг, делаем необходимые настройки и аккуратно прокладываем строчку. Иголка у нас должна идти ровно по срезу вот этой вот детали носа. Далее делаем прорезь для ушка. Вставляем сюда деталь ушка. Вот таким образом. И застрачиваем. Строчка в начале и в конце должна сходить на нет. Вот так вот должно получиться. Далее выкроили детали для гривы. Эта деталь длиной должна быть примерно 130-140 сантиметров, шириной 12 сантиметров. И закладываем ее таким образом пополам и приутюживаем. Делаем машинку на самый широкий шаг и прокладываем по краю строчку на 5 мм от среза по всей гриве. Переносим все рассечки на деталь, место, откуда у нас начинается грива и где заканчивается. Под эту длину нам нужно стянуть вот эту деталь гривы и сделать равномерные складочки, равномерную сборку. Гриву насборили таким образом, чтобы ее длина получилась примерно от рассечки до рассечки. Теперь вот таким вот образом прямым углом здесь мы прикладываем гриву и немного вот таким образом закладываем и начинаем притачивать, чтобы у нас грива была вот так вот закругленным концом получилось. Притачиваем примерно на 0,5-0,7.
когда дошли до отметки, где у нас должно быть крыло, мы его прикладываем вот таким образом, чтобы деталь крыла у нас лежала правильно, и вкладываем его под гриву и делаем. Дальше продолжаем делать строчку. Далее здесь также вставляется лента. Если у вас планируется игрушка как бортик, а не как подушка, тогда нужно здесь вставить ленту. На выкройке эти места притачивания ленты отмечены. Накладываем вторую деталь и стачиваем вот это место от места притачивания рога и примерно вот до середины низа, где у нас будет отверстие до выворачивания. Сначала стачиваем вот эту вот одну сторону. Все округлые места мы опять делаем вот такие отсечки, примерно 2 миллиметра до строчки на протяжении всей обработанной детали. Теперь вот это вот отверстие для вшивания рога нам также нужно сделать буквально отсечки небольшие, примерно на 0,5, для того, чтобы нам было удобнее вшивать рог. Берем деталь рога и приметываем, либо прикалываем ее вот в эту вот пройму. И затем прокладываем строчку. Вот таким образом скололи булавками и теперь прокладываем строчку. Вот так вот должно получиться. И далее мы складываем деталь вместе и уже делаем строчку, начиная с рога и далее по детали. Также делаем рассечки по всем закругленным частям, по всей детали. Теперь нам нужно вывернуть на лицо. Расправляем деталь, скалываем, чтобы у нас никуда не сдвигалось, и прокладываем вот эту вот строчку до места, которое у нас обозначено. Теперь приутюживаем для того, чтобы исчезли следы от ручки. И идем набивать. Наполнитель у меня аэропух, но вы можете использовать любой подобный наполнитель, который подходит для игрушек. Игрушку набиваем достаточно плотно. И после этого вот это отверстие оставшееся зашиваем потайными стежками вручную. Теперь нам нужно закрутить рог. Для этого вставляем нитку в иголку, делаем ее в 2 нитки. Узел на нитке на конце не делаем, а закрепляем таким образом, чтобы концы у нитки остались внутри рога. Здесь делаем такую закрепку стежками. Закрепляем и начинаем вот таким образом оборачивать нитку
И опять в этом шве делать закрепку с каждым оборотом. Регулируйте натяжение нити, чтобы оно у вас с каждым завитком было одинаковое. Далее отпариваем. Крыло мы заворачиваем на эту сторону. И вот как оно ложится, на ваш взгляд, как будет красивее. Вот за этот кончик его также потайным стежком закрепляем. Вот так вот только кончик закрепляем. Далее намечаем глаз и ноздри. Можно это сделать изначально, когда вы деталь только раскроили, либо нарисовать потом. И при помощи нитки мулине, у меня она в 3 тоненьких ниточки, то есть саму нить в 6 нитей я разделила пополам. У меня получилось 3 нитки. И начинаем вышивать. Вышивать я начинаю от начала глаза. Следующим образом. Шов у меня будет петельный. Таким образом делаем петельку. И немного затягиваем. Не надо затягивать сильно, они должны быть все равно такие немного объемные. Затем в это же место, откуда у нас выходит ниточка, следите за тем, чтобы стежки были примерно одинаковые. Далее также делаем петельку. И также дальше продолжаем. И ресницы я делаю просто вот таким образом, как бы длинную ниточку. Можно в 1, можно в 2 раза. И, наверное, будет в 1 раз. Далее пропускаем эту нитку внутрь до следующей ресницы. И также соединяем. Ноздрю делаю также петельным стежком, только более мелкий стежок я делаю, и затем вот эту петлю вот так как бы я далее закручиваю, чтобы заполнилась вся вот эта вот весь вот этот кружочек. Такой симпатичный единорог у нас получился. Его можно шить как в качестве бортика в кроватку, так и в качестве простой игрушки-подушки. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Буду вас ждать ваши отзывы и комментарии.